Всем привет! Сегодня я буду готовить вкуснейшие, прекрасные пирожки с вишней. Форма у них будет треугольная. Это моя любимая форма. Они даже вкуснее так кажутся. Очень мягкие, как пух, не черствеют. В общем, друзья, пирожки с вишней. Присоединяйтесь к моему каналу, ставьте лайки, подписывайтесь. А я начинаю приготовление. Для начала мне потребуется 400 грамм. Я беру замороженную вишню без косточек. Добавляю к вишне 2 столовые ложки сахара. Одна и вторая. И ставлю на огонь, на медленный, друзья. Жду, когда вишенка вся у меня проварится. Когда она закипит, то кипеть она будет еще ровно 2 минуты. Пока закипает вишенка, я беру 50 мл воды. К воде добавляю столовую ложку кукурузного крахмала. Если у вас нету кукурузного, можно заменить на картофельный. У меня кукурузный. И вот так вот, друзья, вымешиваю. Дальше, смотрите, друзья, вишенка у меня проварилась 3 минуты. Проварилась она довольно хорошо. Теперь я сюда снимаю с огня ее. И выливаю мой крахмал. Выливаю и буду хорошо перемешивать. Потом поставлю сразу же на огонь и буду уваривать. Крахмал очень быстро заварится, там примерно минута-две, не больше. После чего я выключу, накрою, сниму с огня, накрою пищевой пленкой, чтобы вишенка немножечко остыла. И все, и займусь тестом. У меня прошла минута, как заварился крахмал. Все вместе, смесь у меня закипела. Я ее хорошенько проварила. Теперь я немножечко подожду, когда она остынет. Когда она остынет, она еще загустеет, наша начинка. Я ее накрываю пищевой пленкой и отставляю в сторону. Пусть она при комнатной температуре остывает. А я займусь тестом. Теперь я займусь тестом для пирожков. Для этого мне потребуется 100 мл молока, 100 мл кефира, дрожжи или же 30 грамм прессованных дрожжей. Если у вас нету, а есть сухие, тогда вам потребуется 10 или 12 грамм. Потому что соотношение идет 1 к 3. То есть, где 1 грамм это сухие дрожжи, 3 грамма это прессованные дрожжи. 125 грамм сахара, также 50 грамм сливочного масла, 3 яйца, 30 миллилитров растительного масла, половина чайной ложки соли и мука 650, где-то 675 грамм. И также 1 пакетик ванильного сахара. Ну что, приступаем готовить тесто. В первую очередь я приготовлю опару. Для этого мне нужно теплое молоко. В это молоко я всыпаю сухие дрожжи. У меня сухие дрожжи. Сюда же 2 чайные ложки сахара я беру с общего количества. И также 4 столовые ложки муки тоже беру с общего количества. И все перемешаю венчиком. Когда перемешала пару, накрываю ее полотенцем и ставлю в теплое место, чтобы она подошла примерно на 20-25 минут. И пока подходит опара, приготовим сдобу. Для этого мне потребуется 3 яйца. Кстати, продукты, друзья мои, должны быть все комнатной температуры или немножко теплые. Дальше к яйцам высыпаю весь сахар и растительное масло вливаю. Очень теплое сливочное масло. Если оно у вас немножечко больше растаяло, и не переживайте, оно все в тесте перемешается.
соль и ванильный сахар. И хорошо перемешиваю до однородного состояния. Так, вымешала я. Далее опара уже, посмотрите, как она подошла, друзья. Посмотрите, какая красота, какая она пузыристая получилась. Все, я ее выливаю в основное тесто. И сюда же выливаю кефир. Кефир. И хорошо вымешиваю. Понемногу добавляю муку. Сначала я буду все вымешивать тесто в миске, а потом переложу на стол. Сначала я вымешиваю лопаткой, а потом буду уже руками. Мука у всех разная, друзья. Смотрите по своему тесту. Может быть, вам нужно будет немножко меньше муки, а может быть, немножко больше. Когда тесто уже нельзя будет вымешивать лопаткой или ложкой, я замешиваю его руками. Сначала в миске, сейчас я его переложу на стол. И до конца хорошо вымешаю. Рабочий стол немного пересыпаю мукой и выкладываю на него тесто. Тесто вымешивается очень легко, очень хорошее получается, оно приятное на ощупь. У меня осталось немножечко муки, которая тесто не взяло. И вот посмотрите, сейчас вам покажу. К рукам практически не липнет. Вот посмотрите, друзья. Вот такое, оно прекрасное, оно приятное. Все, я его буду, сейчас переложу обратно в мисочку, ту, в которой оно подходило. Эту мисочку я немножечко смазываю растительным маслом. Донышко и стенки. И также в нем сейчас я смажу тесто. Вот так. Все, тесто я накрываю, ставлю в теплое место на примерно 40 минут. Оно должно подойти хорошо, и тогда я буду продолжать с ним работу. У меня прошло 40 минут. Друзья, что я теперь делаю? Я просто, посмотрите, как тесто подошло. Сейчас я делаю ему обминку. Аккуратненько обминаю. Посмотрите. Опять ставлю подходить.
уже где-то примерно 30-35 минут. Ну, конечно же, вы смотрите не на время, а нужно смотреть на то, как подходит тесто. Тесто должно увеличиваться вдвое. Тесто у меня хорошо подошло, поднялось. Теперь я его выкладываю на свой стол. Обминаю. И раскатываю в жгутик. Тесто нужно поделить на две части. Ну, примерно. Дальше мне нужно сделать кусочки, то есть, чтобы каждый кусочек теста был весом 65 грамм. Примерно. Дальше, друзья, я формирую с вот этих кусочков шарики. Вот так. Я все вот так вот сейчас поделаю. Сверху пройдусь немножечко растительным маслом и оставлю еще в покое минут на 10. Чтобы клейковина хорошо расстоялась и наши будущие пирожки, чтобы лепить было очень удобно. Лепить, раскатывать. Теперь буду раскатывать пирожки. Шовчиком сверху, на шовчик я буду накладывать начинку. Буду раскатывать и так вот еще пальчиками по краям немножечко прижимаю. Буду раскатывать примерно штучки 3-4. Переворачиваю и вот так вот. Кстати, растительного масла ложите на тесто не сильно много, чтобы оно все-таки раскатывалось хорошо, чтобы пирожок не был сильно жирным. И выкладываю начинку на серединку. Аккуратненько. И посмотрите, друзья, как я буду защипывать. Сначала половину пирожка я защипываю вот так вот. Смотрите, хорошо пальчиками, как на видео. Потом вот эту конверт поднимаю и защипываю вот так. То есть получается у нас треугольничек. Далее. Один шовчик ложу так на бок, а вот этот перпендикулярный шовчик сверху. То есть получается такой хороший, красивый треугольничек, друзья. Посмотрите. Очень красивые пирожки получаются. Смотрим, друзья, чтобы начинки было немало, но и немного. Если много начинки, она просто выплывет с пирожка. Защипываем
одну половинку. Вот так. Хорошо. Потом конвертиком поднимаем вторую часть. И защипываем. Получается красота, друзья. Таким образом лепим все пирожки. Когда пирожки немножко подошли, у меня прошло 10 минут, я их сверху смазываю яйцом. Взбитое одно яйцо. Смажу яйцом, дам еще немножко подсохнуть им, примерно минут тоже 10. И уже разогретую до 180 градусов духовку поставлю выпекаться. Время выпекания у каждого индивидуальное, поскольку духовки у всех разные. Ну, примерно 20-30 минут. Посмотрите, друзья, на эту красоту, какие пирожки замечательные. И сейчас я вам покажу, как выглядит пирожок в середине. Я его разрезала. Вот смотрите. Просто красота. Выпекались они у меня быстро, 18 минут. Мягусенькие, вкуснейшие пирожки. Я надеюсь, вам видео понравилось, рецепт вам понравился. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а я вам желаю всего самого лучшего. До новых встреч!